Месопотамия. Так в древности назывались земли, расположенные между Тигром и Ефратом. Сегодня это территория Иракской республики, и здесь повсюду слышна арабская речь. А 2000 лет назад здесь говорили по-арамейски. Еще 2000 лет назад, то есть за 2000 лет до нашей эры, в двуречье господствовала речь аккадцев. А если мы углубимся во тьму времен еще дальше, то обнаружим, что около 5000 лет назад тут говорили по-шумерски. И не только говорили, но и писали. До нас дошло большое число глиняных книг, обожженных глиняных табличек, покрытых письменными знаками. Итальянский путешественник Пьетро де Лавале попал на Ближний Восток более 300 лет назад и написал о тех местах одну из первых достоверных и научных книг. В книге он привел изображение странной надписи, увиденной им в Персии. На глиняной табличке было изображено что-то вроде гвоздиков или клинышков. Эта надпись не имела ничего общего с известными к тому времени алфавитами. Со временем клинописные тексты стали попадать в Европу все чаще, и уже можно было догадаться, что особенность этого письма вызывалась качеством материала, на котором писали – мягкой глины. Из глины лепили табличку, потом заостренной палочкой делали надпись, нажимая вначале, а затем постепенно вытаскивая палочку. В Месопотамии или Двуречии не было ни лесов, ни папируса, и местные жители придумали использовать для передачи информации то, чего было в избытке – глину. Глиняные таблички обжигали, они становились как каменные и долго хранились. Глина – материал дешевый, палочка для письма и того дешевле. И от этого письменность в странах двуречья была распространена куда шире, чем в Египте или у древних майя. Писали не только жрецы, но и служащие складов, дипломаты, поэты. Именно в двуречье появились первые литературные произведения. Клинопись существовала во всех странах Ближнего Востока. Из шумерских царств она распространилась в Ассирию, Персию и Вавилон. То есть многие столетия на территории большей, чем Европа, люди писали клинописью. И если бы глиняные книги не были такими тяжелыми, наверное, писали бы так и сегодня. Больше всего глиняных табличек нашли в руинах Персеполя, столицы Древней Персии, погибшей в пожаре, когда ее захватил Александр Македонский. Греческие историки рассказывают, что пожар начался во время грандиозного пира, который Александр устроил по поводу победы над персами. Афинская танцовщица Тай сбросила горящий факел. Пьяный Александр и его военачальники последовали ее примеру, а колонны дворца были деревянными. Архив дворца, переписка персидских царей со своими сатрапами и соседями, был погребен под развалинами. Но пожар глиняным табличкам не страшен, и множество табличек, тысячи, были выкопаны позднее археологами и попали в Европу. А потом гений одной ночи Георг Гротефен смог найти к ним ключ. Он родился в 1775 году и служил учителем в гимназии. В возрасте 27 лет он поспорил с друзьями, что сможет расшифровать клинопись. Гротефен выиграл пари. И после этого еще много лет учительствовал. Написал множество разных статей и книг, но ни одна из них не представляет интереса. Он прожил долгую жизнь и ушел на пенсию с должности директора лицея. Гротефенд оставался в числе гениев человечества, хотя гением он был всего несколько недель, которые потратил на расшифровку клинописи. Конечно, не следует думать, что Гротефен был неучим. Он замечательно знал и любил древнегреческую литературу, а ведь именно из нее можно узнать больше всего об истории Древней Персии. Гротефен знал и то, что в 540 году до нашей эры персидский царь Кир разбил вавилонское войско и создал великую персидскую державу. В боях с соседями и в вечной вражде с Грецией эта держава господствовала на Востоке вплоть до походов Александра Македонского, который ее
и разгромил. Положение Гротефенда, принявшегося за расшифровку клинописи, было сложнее, чем у Шампальона, сумевшего разгадать смысл египетских иероглифов. Ведь у француза был розетский камень, плита, где один и тот же текст был написан не только иероглифами, но и на древнегреческом языке. А Гротефен даже не знал, как читать знаки клинописи справа налево или наоборот, а может быть сверху вниз. Эту проблему он решил, изучив направление острых концов клинышков, и сделал первое допущение. Таблички необходимо держать таким образом, чтобы острия вертикальных клиньев были направлены к низу, а горизонтальных вправо. Второе допущение – читать следует слева направо. Затем Гротефен предположил, что клинописные надписи чаще всего говорят о царях и их делах. Значит, должны быть одинаковые для всех табличек правила, как называть царя. И попросил прислать ему надписи с современных царских могил в Персии. На царских могилах было написано имя, великий царь, царь царей, сын великого царя, имя царя царей. Почему бы не предположить, что титул царей очень древний, и что 2 или 3 тысячи лет назад писался на табличках точно так же? Если каждый клинописный знак обозначает букву, предположил Гротефенд, то надпись на табличке может значить то же, что и надпись на современной могиле. Значит, первое слово – это имя царя, а косой клин, который стоит после него, это просто знак промежутка между словами. А вот следующее после разделителя слова должно означать царь. И это слово должно повторяться дважды. Такие пары одинаковых слов должны встречаться постоянно. Гротефен просмотрел множество табличек и понял, что на них второе и третье слова были одинаковыми. Они означали титул царя. Однако первое слово повторялось только на половине табличек. На второй половине было другое слово. И Гротефен сказал себе: речь идет о сыне, отце и деде. Но после предполагаемого деда не было титула. Кто же они? Гротефен принялся изучать персидские династии и вскоре убедился, что внуком был Ксеркс, сыном Дарий, а отцом Гистопс, который царем не был. Итак, Гротефен, прочитав имена 3 царей и зная, как перевести слова «царь», «сын» и «отец», получил в свое распоряжение довольно много клинописных букв. И дальше прочесть клинопись Древней Персии не составило для него труда. Итак, Гротефен выиграл пари, а о своем открытии написал только маленькую заметку и даже не посмел прочесть ее перед учеными города Геттингена. Ученые всего мира попросту не знали о работе Гротефенда и продолжали беспомощно и бессмысленно расшифровывать клинопись. Лишь через 13 лет один из геттингенских профессоров попросил Гротефенда сделать более подробный отчет о своем открытии и включил его в книгу «Мысли о политике, путях сообщения и коммерции основных народов древнего мира». Так мир узнал о расшифровке клинописи. Специалисты с самого начала различали в шумерской письменности 2 ее вида: первоначальное идеографическое фигурное письмо и созданную на его основе клинопись. Именно клинописью написан великий эпос о герое Гильгамеше, отправившемся на поиски вечной жизни. Переход от фигурного письма к клинописи начался приблизительно в начале 3-го тысячелетия до нашей эры, а завершился окончательно в эпоху династии Ур в середине 3-го тысячелетия до нашей эры, то есть 4500 лет назад. И если в отношении происхождения клинописи у специалистов не было особых сомнений, то в выяснении происхождения первоначального фигурного письма они зашли в тупик, поскольку следов шумерной пиктографии, своего рода предписьменности в двуречии, найти не удалось.
Почему? Исследования последних лет, археологические, лингвистические, антропологические, показали, что не шумеры были аборигенами двуречья. Они пришли сюда откуда-то извне и застали на вновь обретенной земле не дикие племена, а уже сложившуюся высокоразвитую цивилизацию, лучшие достижения которой они унаследовали, в том числе и письменность, приспособив ее к собственной речи. Таким образом, ученые пришли к выводу, что цивилизация двуречия обязана своим происхождением не шумерам, а их предшественникам, протошумерам. А поскольку протошумеры, то есть те, что были здесь до шумеров, говорили на ином, не шумерском языке, то было принято и иное название создателей древнейшей цивилизации Месопотамии. По названию холма Элюбай, где впервые была обнаружена эта цивилизация, их назвали убайцами. И теперь, говоря о древнейшей системе письма, идеографического письма, существовавшей в двуречье Месопотамии, еще до появления там шумеров, с полным основанием можно употреблять термин протошумерское или убайцкое. Но ведь убайцы также являются пришлым племенем, и их происхождение до сих пор остается загадочным. Люди убайской культуры как-то сразу и внезапно осваивают плодородные земли низовья Тигра и Ефрата, основывая здесь новые поселки, которые позднее вырастут в знаменитые шумерские города. Эти пришельцы предстают перед нами с самого начала как носители высокоразвитой культуры. И в этом смысле убайцы были первыми на этой земле, поскольку до них здесь существовала очень примитивная культура эпохи камня. Стало быть, не в Месопотамии, а в ином месте надо искать истоки убайцкого письма. Некое, еще более древнее протописьмо. От этого протописьма отделилось письмо убайцев, когда они пришли из некого центра X на юг Месопотамии. Это же протописьмо дало начало протоиндийскому и протоиламскому письму. Помимо трех самых известных цивилизаций Древнего Востока, двуречья, долины Нила, Египет и Индостана, существовала еще одна, не менее древняя, но гораздо менее известная иламская. Об Иламе многие знают удивительно мало, а между тем здесь эламиты обитали в горных областях Ирана. Были раскопаны древние города, предметы высокого искусства, обнаружены письмена, которые до сих пор еще не расшифрованы. В иламской культуре есть много черт, общих с убайской, протошумерской и протоиндийской культурами. А древнейшие письмена Илама, двуречия Индостана очень схожи между собой. Время существования трех ветвей письменности убайской, протоиламской и протоиндийской отделено от нас промежутком в 4–5,5 тысячи лет. Примечательно, что к этой же эпохе относится и возникновение египетской письменности и цивилизации в долине Нила. Вполне возможно, что помимо трех основных уже упомянутых ответвлений, протописьмо дало еще одну боковую ветвь – древнеегипетскую. Но где располагался этот центр X, колыбель протописьма? Предположений на этот счет было множество – Кавказ, Алтай, Индостан и так далее, но ни один из этих адресов не получил всеобщего признания по причине отсутствия неоспоримых доказательств. Вот если бы удалось найти памятники письма более древние, чем письмена двуречья, и в то же время похожие на них, тогда вопрос о прародине убайцев в искомом центре X разрешился бы сам собой. И совершенно неожиданно мечта эта сбылась. 3 маленькие глиняные таблички, покрытые рисунками и геометрическими знаками, удивительно похожими на знаки письменности двуречья, были обнаружены в основании раскопа, заложенного на древнем культово-религиозном объекте вблизи поселка Тертерия, отмеченного даже не на всех картах Румынии. Удача выпала на долю археолога Власа. Такое случается раз в 100 лет.
И многие газеты мира в тот 1961 год сообщили о сенсационной находке румынского археолога. Ведь найденные таблички оказались почти на 1000 лет старше шумерских. Ученые, используя радиоуглеродный метод, дающий достаточно точной абсолютной датировки, определили возраст табличек свыше 6500 лет, что отвечало раннему этапу культуры Винча – Винча-Турдаш. О существовании этой культуры, открытой еще в 30-е годы 20-го столетия югославским археологом Васичем, знал лишь узкий круг специалистов. А между тем, это была одна из древнейших цивилизаций Старого Света, распространенная с середины V до середины IV тысячелетия до нашей эры в Подунавье. В истории Европы культура Винча имела значение, сравнимое только с ролью Греции и ее воздействием на варварский мир. Это прежде всего была земледельческая культура. Земледелие было столь интенсивным, что специалистов и сегодня поражает мощность культурного слоя винчанских поселений, которая достигает нескольких метров. Пахали винчанцы на быках с охой, сеяли пшеницу 3 сортов, однозернянку, двузернянку, спельту, ячмень 2 видов, проса, сажали лен, чечевицу, горох, убирали урожай серпами, а зерно хранили в больших корзинах, обмазанных глиной. Часть зерна мололи в муку и выпекали хлеб. На зеленых придунайских лугах паслись тучные стада коров и отары овец. Жили винчанцы в многочисленных поселениях, застроенных домами типа украинских хат. Позднее на месте самых крупных поселений вырастут города. Мы не знаем их названий, но их планировкой занимались архитекторы, а просторные здания, дворцы и храмы возводили умелые строители. Это они построили первые апсидные дома, дома с закругленной торцевой стенкой, и первые мегароны, архитектурные комплексы, предназначенные для правящих особ. Архитектурная традиция мегарона позже получила свое продолжение в Древней Греции и Трое, и не только там, но и в Центральной и Северной Европе. Были среди винчанцев гончары и плотники, ткачи и скорняки, металлурги и кузнецы. Винчанцы строили рудники, добывали медную руду и выплавляли из нее медь первыми в Европе. Художники, скульпторы, искусные резчики по кости украшали своими произведениями жизнь винчанцев. Важную роль в жизни винчанцев играли обряды и традиции. Так усопшего клали на бок под углом 30 градусов в направлении север-юг, лицом навстречу восходящему солнцу. В могилу помещали керамические сосуды, кости жертвенных животных, ожерелья из морских раковин. Различный инвентарь, среди которого обязательно была секира, прообраз нашего серпа. За соблюдением обрядовой традиции следили жрецы. Владели жрецы и письменностью. Но можно предположить, что умение писать не было привилегией только жрецов. Ведь умение писать предполагает и умение читать, а письменные знаки мы находим на самых различных предметах быта, с которыми повседневно имели дело самые обыкновенные люди. Винчанское письмо представлено одиночными знаками геометрического типа, насчитывает их 210. Поскольку знаки были одиночными, 1-2 знака, и не образовывали связанных, более или менее пространных текстов, то многие специалисты отнеслись к ним с осторожностью, полагая, что это всего лишь обычные клейма мастеров, изготовивших тот или иной предмет. Но когда были найдены тертерийские таблички, то все сразу вспомнили и о винчанских знаках, и дружно заговорили о древнейшей на нашей планете винчанской письменности. Правда, в этом хоре слышались и голоса скептиков, ведь помимо того, что тертерийские и винчанские знаки были идентичны, они, как уже говорилось выше, были поразительно схожи с протошумерскими письменными знаками. Как объяснить этот феномен? Скептики заявили, что тертерийские таблички были завезены в Тертерию
из двуречья шумерскими купцами, где и были скопированы туземцами. Естественно, считали скептики, смысл табличек венчанцам понятен не был, но они, тем не менее, использовали их в религиозных обрядах. Все просто. Если бы не одно обстоятельство. Как можно привести что-то из Шумера, если в ту пору, когда какой-то венчанец старательно вычерчивал письменные знаки на глиняных табличках, Шумер еще и не существовал? А письменность в двуречье возникла лишь в конце IV тысячелетия до нашей эры. Существует еще одна версия. Венчанская письменность была частью всеобщей письменности, врученной человечеству извне. Кем? Не раз таблички пытались читать, в том числе и по-славянски. Предпочтение было отдано круглой табличке, линейные знаки которой, в отличие от знаков двух прямоугольных табличек, были выписаны предельно ясно и четко, что исключало их двойное толкование при сопоставлении со знаками прославянской письменности. Единственный, к тому же очень надежный способ проверки этих результатов дешифровки – чтение надписей, не использованных автором дешифровки. Получилось вот что. «Робе, еть вы вины, щедарь же об». Как понять этот текст? «Робе» – это ребенок, дитя. И «еть ять» – форма глагола «яти» ему брать, взять. А местоимение «вы» – вас, то есть «ваши». Можно догадаться, что слово «об» означает «около», «рядом». Вины, вина – это то, в чем мы провинились, грешны. Дословный перевод на современный язык зазвучал как строки возвышенной поэзии. «Дитя воспримет ваши грехи, щадя его, держи поодаль». Мудрые слова. Им более 6500 лет. Кем же были венчанцы? На каком языке они говорили? Науке это пока неизвестно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.